что всем доброго прекрасного утра. Просыпаемся мы с такими звуками птиц. Открываем балкон. Вот здесь наш балкон. А тут вон тут убирается, а тут ловит обезьян. Вон она раз. И там у них целая тусовка, кстати, бежал. Они все вот тут тусовались. У нас на балконе бегали, а вон она на крыше бегает. В общем, прям живой уголок у нас натуральный. О, смотрите. Столицы, блин, сейчас я тут доснимаюсь, они же еще иногда нападают. Вон, видите, со всех сторон окружают. Они боятся. Идет такая побаивает. Что такое, куда не посмотришь, везде обезьян. Да, у них тут любовь, смотрите. Так, ну что, доброе утро. Еще раз, это у нас Шри-Ланка. Самая середина, самый центр Шри-Ланки. Мы живем здесь в горах, в джунглях. Пойдемте позавтракаем. Завтрак с 7 до 10. И будем отправляться на остальные приключения. У нас, наверное, уже второе видео было. Давайте посмотрите на завтрак. О, смотрите, папайя джус. Здесь очень вкусный папайя. Вчера ел. Это натуральная папайя. Прям аж смузи. Никаких пакетированных соков. Так, сейчас у нас булки, круассаны, джемы. Вот, кстати, папайя лежит. Вот арбуз. Очень сладкая папайя. Хлопья. Здесь у нас овощи. Так, здесь у нас жареный хлеб. Здесь у нас панкейки. Тут лапша. Сосиски куриные. Здесь. Тут у нас картошка с луком. Можно очень плотно позавтракать. Фасоль. Здесь еще какие-то лапшички какая-то. Молочная каша. Написано с молоком. Так, здесь чикен карри, как всегда, традиционный карри. Всегда есть. Здесь курочка такая, курочка такая. Так, здесь еще карри с чем-то. Молоко, кофе, чай. И здесь можно омлет себе забабахать с разными ингредиентами. Потом у нас здесь супчик саго. Не знаю, что это такое. Ни разу не пробовал. Или это каша, может какая-нибудь. Здесь можно тост еще себе замесить. Ну, сейчас налил, это прям сок. Прям свежайший. Но не как снег, а прям как сок сделан. Вот это сладкое. И наш омлетик уже готов. Good morning. Идем трапезничать. Смотрите, какой у нас тут шикарный бассейн есть. Красиво как. Но мы, правда, не успеваем даже искупаться. Но вид такой потрясающий, как в раю. Купаешься. Смотрите, какие тут деревья вековые. Мы вчера вот в этих виллах заселились, но тут переехали, потому что клопиков обнаружили в матрасе. Старых, не знаю, каких-то. И у нас был вот такой шикарный вид. Вчера у нас в тумане было. Ну, поспали, что, надо просто переночевать одну ночку. Вот здесь вот мы в номере. И все, сейчас поедем дальше. Какая малышка сидит, играет. Просто не напрыгивай на меня. Ой, какая хорошенькая с нами. Что там чешешь? У тебя блохи, что ли? О, идет папаша или мамаша. На животе у него еще там брат-сестра висит. Вот, смотри. О, несет. Что здесь происходит? Что дают? Ой, ну как прикольно, а? Живешь там в зоопарке. Но вообще они очень коварные, могут напрыгнуть, укусить. Напрыгнуть не могут, но отобрать что-нибудь, очки там содрать, укусить, это вполне. Так что надо быть аккуратным. Заход справа, я чувствую. Ой, ой. Так, ну что, мы покинули наш отель, отправляемся с вами путешествовать по глубине острова Шри-Ланка. И сейчас заехали в первую локацию. Так, в общем, здесь нам показали кино, как добываются сапфиры у них, драгоценные камни, все эти. Вот это необработанный камень, вот так выглядит, представляете? Потом отработанный. Так вот обрабатывают ювелирами. С таких камней, видите, что получается? Знаменитый кошачий глаз. Натуральные эти камни, это вот типа космос звездный. Топаз натуральный. Видите, как сам камень выглядит, когда его находят вот такой вот, и потом обрабатывают. Так вот, где-нибудь в грязи найдешь такой камень, даже непонятно обычно драгоценности. Сейчас показывали кино, вот делают такие, все вручную сооружают. И на 15-20 метров. Там все, вода течет. Они когда работают, там все эти папоротником затыкают. Там промывают все это и добывают такие камни. Так, а тут у нас, смотрите, прям фабрика вот обрабатывает, огранку делает. Ну, на самом деле интересно. Так, ну и конечно же можно прикупить себе. Хочешь с золотом камни, хочешь с
серебром, огромный гигантский магазин, у них типа есть фабрика, все делают. Но самое интересное, что видите, прям даже камни можно купить. Сейчас цен нет, и поэтому для туриста могут назвать любую цену. А вот здесь вроде бы с ценой есть. Еще огромнейший магазин. Смотрите, какие можно гигантские камни купить. Золото привозят из этого, с Индии, с Дубая. Я говорю, вот это где? Это алмазы, бриллианты. Он говорит, нет, я говорю, может надо глубже копать. Не найдете. Смотрите, белый топаз. Блестит как бриллиант практически. $75 такие стоят. Но тут видите, какой камень крупный. Ну, топаз. И тут целый, видите, ювелирный дом. Ну так, для общего развития. Интересно, заехал, посмотрел, сколько тут, 15 минут. Ну, у них же, конечно, цель показать, как это все, с историю рассказать. И потом какую-нибудь ювелирочку продать за 50 там долларов, и 70. Все, едем дальше. Так, билет стоит 3500. Thank you. Считать, на 3 делим. Получаем в рублях 1000 рублей. Есть огромнейший парк. Можно, кстати, за 1000 рупий, это получается там 30 чем-то рублей, еще электрокар взять и по всей территории поездить. У нас с вами Королевский ботанический сад. Сам Юрий Гагарин сажал здесь дерево или цветок. Сейчас увидим, узнаем. В Шри-Ланке, смотрите, вот это кокос в кокосе. То есть вывели такой вид кокоса, что прям кокос в кокосе растет. Смотрите, гигантские деревья огромные здесь. Смотри, какое, да, дерево гигантское. Здесь с нами наш гид. Очень хорошо говорит по-русски, Маночек. Нам все рассказывает. Сколько лет этому дереву? Вообще гигантское. На камере, наверное, не передается, но вот надо от человека отталкиваться и смотреть. Как называется? Арабуста? Как кофе арабуста практически. Давайте с вами тоже прикоснемся к истории. Не знаю, тысячи лет этому дереву. Красота, птицы поют. Жанна прям восхищается этим деревом, прям отойти не может никак. Так, смотрите, дерево. То ли снизу вверх, то ли сверху вниз так вросло. Так, здесь есть таблички. Черные это обычные. Желтые, значит, лучше не трогать. Если там ядовитый сок может быть. Глаза попадет, все, следующий сразу. И красные таблички это то, что только на Шри-Ланке растет. Так, а вот это дерево посадил Юрий Гагарин в 1961 году. Вот такая вот табличка здесь. Так, а вот это дерево, представляете, посадил Николай II, когда еще принцем был. В 1891 году. Называется железное дерево. Смотрите, как красиво. Бамбуковые деревья такие растут, гигантские. Там река. С рекой будьте аккуратны, особо не ходите. Могут быть крокодилы в речке. Так, в общем, ходим, гуляем. Тут много разных деревьев. Видите, это дерево радуга. Разных цветов. Если вот там кипяток добавить, будет один цвет. Если лимонный сок добавить, еще будет какой-то цвет. В общем, что-то добавляешь, меняешь. Тяжелые. Выезжите. Вот смотрите, колбаса на дереве растет. Это съедобное, нет? Пока еще не рассматриваю такой вариант. Конечно, бутерброд. На голову, смотри, упадет. Почему да? Она тяжелая, блин, килограмм 5 весит. Чуть не провалился. Смотрите, вон, видите, желтое дерево. Под ним плоды валяются. Ой, аккуратно. И вот видите, как будто этот грейпфрукты валяются. Все, съешь, и это будет последняя твоя еда в жизни, видите? Сок у них внутри ядовитый. Дальше так напить. Ой, У нас пальмовая аллея. цвет попался. Красиво, да? Кстати, цвет реки такой, потому что вот вчера был дождь сильный. Из гор смывает породу, мы вчера видели, прям с гор такая течет. И когда дождей мало, вода уже более такая светлая становится. Но сильно прозрачной не бывает, конечно, но полупрозрачной бывает. Смотрите, когда деревья растут, там деревья такие плоды. Можно это боулинг поиграть. Жанна какой цветок нашла. О, пахнет вообще обалденно. Как будто цветок такой. Второй раз съедает. О, приятно пахнет очень. Нежно. Красота вообще. Все такое, знаете, место пришел оздоравливаться. Ага. Легкие продышать, налюбоваться красотой. Так, ну мы обошли весь парк. Так, знаете, глазами отдохнуть, от гаджетов отдохнуть, подышать растениями. А так, ну не знаю, сколько вы, если любите цветы, оранжереи, можно приехать. Там еще да, была эта оранжерея с цветами. Причем, ну, можно не приезжать, кто особо не любит. Крейзи бас несется по встречкам, закрытый.
Но мы сейчас с вами поднялись 1000 метров ровно над уровнем моря. Здесь у нас, видите, это все чайные плантации. Вон там внизу, наверху, вот здесь вот у нас эти плантации. Здесь у нас везде течет вода с гор. И это все чай, смотрите, сколько. Индийский, шри-ланкийский. Цейлонского чая. Цейлонский чай. Комедия 17. В 1865 году господин Джеймс Тейлор, англичанин, первый чайный вкус нам приносит с Китая. Посадил очень удачно пошла нам. Смотрите, чай собирают только верхние 3 листика, вот такие вот. Это еще не подрос. Ну, короче, такие вот верхние 3 листика только собирают, остальное все не собирают. А дальше чай отправляется на фабрику. Женщины ходят его собирают, по 20 килограмм могут не собирать. Опаньки, я оказывается уже на фабрике. И так пахнет свежескошенной травой. Как все. Потом ездит по конвейерам, что сейчас целая экскурсия тут будет. Ну тогда отсюда смотришь, конечно, все это впечатляет. Так, здесь я чую уже такая печечка, есть аромат стекла, даже жар идет. Там сушится чай. Да, вот, а мы с вами попадаем в трапезную чайную, хочется сказать. То есть у нас пока экскурсии не было, пока мы ждем своей очереди. Мы зашли сюда, где уже этот чай готовый. Видите, здесь можно его взять, понюхать, попить, заварить, купить, конечно же. Вот я тут открыл такую коробочку, понюхать. Жалко, что камера не передает ароматы. Это я не знаю, это вообще... Я такого аромата чая никогда в жизни не чувствовал. Тут с цветами, с какими-то, с чем-то. Здесь цены есть, сейчас по ценам скажу. Так, вот этот 5900 стоит. Очень дорого, но коробка большая, еще и подарочная. Тут видите, как промаши вырезана плантация такая. На 3 делим, получаем сумму в рублях. Ну вот здесь еще есть коробочка, какой-то чай. Вот разный любой берем. Сколько? 1500. Ну, считайте, 500 рублей на 3 делим, тоже 1500. Здесь можно открыть, понюхать, видите, манго, с чем только нету. С мятой, Эрл Грей есть. В общем, все нюхаешь, яблочный чай и выбираешь. Тоже 1500. Ну, много разных чаев. Сейчас остальные что же не смотрел. Что почем? Это 1700. Ну, Ротшильд, я что-то такой фирмы у нас даже никогда не видел. В общем, можно просто чай еще купить, заварить и попить, вам выносит чаек. Не, ну и коробочку надо взять парочку. Но сказали, что вот этот чай в магазинах вообще здесь не продают. То есть это, видимо, все делается на экспорт. У нас я тоже такого чая не видел. Если кто видел, напишите. Я нашел самый дорогой чай здесь. 14 тысяч рупий, стоит даже 15 тысяч. Считайте, 5000 рублей за такую коробочку. Ну, не знаю, что там за чай. Надо это сначала попробовать. Видите, можно сюда выйти. Здесь чаек потрапезничать, посмотреть на все эти плантации. Пьешь чай, смотришь на чай, нюхаешь аромат чая. Там, видите, мешки, завод. Пахнет как будто вообще этим табаком. Может, тут еще и табак выращивает. Под шумок вместо чая. Ой, ну красота. Ароматы просто обалденные. Просто стоишь, и здесь все в ароматах прям чайных. Мне кажется, как будто кто-то сигару курит. Такой же запах. Я смотрю, никто не курит. Видимо, так это доносится, вот эти все ароматы с плантации или завода. Ну, классно. Так, в общем, у меня чай. Чай. Сейчас будем пробовать. А, крепкий такой. Серебряный чай только почка. Золотой чай только почка, сушена паром. Зеленый чай только листы, сушки перемали. Зеленый, белый, золотой без ферментации. Вот это черный чай просто. В общем, чай сначала сюда загружают. 12 часов его сушат под вентиляторами. Одна перемаливает машина. Потом это все дело отправляется туда, и там в машине 25 минут его крутят. Одна перемаливает машина 300 килограмм. 300 килограмм 300 чая. килограмм. Одна машина. 25 минут крутят. 25 минут крутят. Потом вот эта машина режет. Потом режет. Режет. Вот эта машина сортировка. Мелколистов.
Так, очень потом машина сортирует крупнолистовой, мелкий листовой, потом еще раз в такую машину отправляется, режется там это все. Так, потом здесь смешивают чай, там хочешь натуральные листья, какие-то фрукты, еще что-то, получают разные оттенки, нотки. Так, здесь потом несколько процедур сушки чая проходит. Там, потом там. Потом это все сюда отправляется. И опять на сортировку, опять сортируют. То есть мелкий чай, как пыль, он будет очень крепкий. А если крупный лист, да, он будет более такой легкий вкус. И его дальше еще раз сортируют, отправляют. Мусор нет, чай, мусор the bread to plantation. Вот эта машина сортировка мелкий, крупный, средний. Здесь, видите, сортируется даже, мусор выпадает. Ну, тут мусор там такой очень мелкий чай, который они в чай даже не берут. Средняя фракция, мелкая и крупная. Ну, не фракция, крупнолистовой чай. Вот, я и рассказываю, что, естественно, здесь это высокогорный чай считается, 1000 метров над уровнем моря, чистой экологии, все. И они вот свой чай вообще в магазины даже не отправляют. То есть то, что здесь на выставке представлено, на фабрике точнее. Вот, и говорят, что Липтон, они не имеют таких фабрик. Липтон там где-то на аукционах кораблями закупает, непонятно вообще там что за чай, как, чего чай. И другие тоже фирма рассказывает. Вот. А вот такого чая, который вот именно в горах растет, вот здесь же перерабатывается, он считается очень чистый, элитный. Вот это белый чай, только почка. Вот это почка, не креп. Вот это silver, серебряный только почка, сушатна солнце. Серебряный золотой, один вкус, другой процесс. Серебряный золотой это только почка, Вот да? это только почка. Вот это чай сутавка, серебряный, белый, серебряный, золотой, белый, микс. Вот это только почка, сушат на солнце. Вот это два листья, один почка, сушат на солнце. Вот это зеленый чай, вот это листья, сушки перемаль. Вот это чай без ферментации, самый хороший полезный, высокогорный фабрик чай. Натуральный, да? Да. Вот это чай. Чистый. Вот это улонг чай, полуферментированный улонг чай черный. Так, не знаю, поняли вы, нет? В общем, у листика, видите, есть почка, так называемая. Вот это считается самый дорогой чай. Вот, то есть есть белые кусты, там есть черный. Вот, а зеленый, по-моему, уже делают при помощи ферментации. Немножко непонятно было. Вот, то есть черный, он как окисляется. Знаете, как яблоко режешь, кладешь его там, и он окисляется. Так что, по-моему, черный у них получается там с окислением. Вот, а если ты его не будешь давать ему окислиться, он сразу засушит, он зеленым станет. Вроде бы так. Вот, и потом уже идет на уменьшение листья, и потом вот это, видите, мелкое листовое, уже такой самый дешевый, самый крепкий он будет, видите, как он заваривается. Светлее. Так, в общем, нам заварили чай, который мы выбрали. Рюмочки принесли. Это для теста вот так надо пробовать рюмочкой и пить. Из рюмочки чай на самом деле вкус не почувствуешь, надо здесь пиалки пить, чашки вот так. Попробуй чай, который по 5000 рублей за коробочку. Его нужно пить вот такими вот рюмашечками. Делаешь Не надо куда-то, так пей, все, это она сбоя. И ядрен батон, можно было 25 чашек наварить. Такой крепкий вообще. Так, в общем, я попросил еще кипятка, сделал из него нормальный русский чай, полностью залил сюда водой. Но так как они заварили, пить невозможно. Это настолько крепкий, что мне кажется, этот как чефир получается. Ну, честно, я вот разницы не чувствую. Чай за 5000, коробку 5000 рублей получается, 15 тысяч рупий. Я пью, или же я пью какой-то там простой чай. Не сильно чувствую разницы чая. Бывают вкусные чаи, вот там Жанна из Китая привозила, там красный чай. Да, вот его пьешь, прям вкусненький. В общем, нам надо с какими-то добавками, я так понимаю. С фруктиками, с нотками фруктов. Тогда нам будет вкусно. Да, здесь есть вот этот, который я нюхал. Это на самом деле вот это я нюхал, это нет, это чай Крисмас, специальная серия. Тут гибискус, есть много разных цветов. И я сразу вспомнил, я же забыл, у меня же раньше своя чайная компания была, чайный магазин, интернет-магазин обычный. И все это было у меня от русской чайной компании, поставщик был крупный такой. Блин, прям вспомнил времена. На самом деле у нас вот такая какой-то русский контант, или как чайный контант, сейчас идете. Такая пачка там будет стоить не так дорого и такой же по вкусу чай. Поэтому
С фабрики берем для себя, пробуем в подарочек кому-нибудь. Здесь не только чай, но еще достопримечательности такие вот бегают. Варанчики маленькие, он один, второй. Красиво так. Ой. Красавчик. Но мы с вами поднялись на высоту 1842 метра. Здесь уже можно даже кофточку одевать, уже прохладненько. Так, здесь у нас, смотрите, есть почта. Этой почте 100 лет. Сейчас мы сюда зайдем, выберем красивую открыточку и отправим ее к нам домой. В общем, вот такое вот приключение можно сделать. Выбираем открытку, пишем на ней адрес и отправляем. Потом покупаем марки и приклеим их, как в старые добрые времена. Одна марка 30 стоит, другая 40. В общем, за 70 отправлений происходит. Потом вот так в ящик отправляем. И все. Все, письмо отправили. Ну и поскольку здесь город, здесь уже прохладник, я уже даже кофту одел. Потому что без солнца вообще свежачок уже был. Сейчас зашли в кафешку перекусить немножечко. Давайте я вам немного по ценам покажу. Так, ну смотрите, здесь все в рупиях. Делим на 300 и получаем цену. Ой, на 3 цену в рублях будем. Допустим, чай 400, да, рупий. На 3 делим и получаем кофе 500. Получаем цену в рублях. Кока-кола 300. 100 рублей. Фреш. У нас, смотрите, да, лайм есть. Есть еще пайнэппл. Но сейчас их нет, не работает. Ну, в общем, в районе там 300 рублей получается. Так, что тут еще? Молочные коктейли всякие. Вот снеки. Кстати, что, смотрите, разглядывайте на паузу. Ставьте суп от 1200 до 2. Так, салаты от 1200 тоже до 2200. Получается, от 400 рублей салатики у нас. И что тут еще? Рис есть, видите, с яйцом. Ой, да, с этим, с курицей. Мы взяли с креветками. 1600 стоит. Так, это в районе там у нас 530 рублей получается. Так, нудлсы еще есть. Сэндвичи, омлеты. Сладенькое. Что тут еще есть? Тюна, рыба. Так, вот еще есть, смотрите, итальянская кухня. И еще индийская кухня. Так, пива в меню нету, но оно есть. 1200. Здесь большие бутылки. 0,6. Так, вот наш рис уже подъехал. Порция огромная. Вот они, креветочки. Вкусно. Надо просить no spices, чтобы не было специй. Иначе Я будет... попросила Very No Spicy. Иначе будет остро. Так, вот она, кафешечка. Нурава Элия, городочек мы вам должны были показать. Пошел, видите, какой ливень. Там классное озеро горное, на котором даже на скутерах можно кататься, на яхтах. В общем, не получилось посмотреть, вокруг него немножко проехались. Так, ну в такую погоду надо идти на дачу и в баню. Дача мне напомнила отделка этого отеля. Арая Ред, есть еще Арая Грин. Сюда заселимся. У нас по программе уже все запланировано. Так, здесь welcome drink нам предлагают. Что это там за зеленая кашка? Ты попробовала уже? Это суп. Суп? Я думаю, зелье какой-то, эликсир здоровья. Горох. Омоложишь. Гороховый суп. Кстати, ничего так. Хлебушка, ну? Есть такая большая лобби-зона. Нам очень быстро оформили, нас заселили. Так, давайте я вам покажу номер. Здесь он такой уже более цивильный, более свежий, более сухой. Давайте вот начнем с правой комнаты. Там закрыт. Так, что у нас тут? Санузел, раковина, душ, тропический, окном, туалет, средства, все есть. Полотенце только не вижу. Как мы тут без полотенца-то будет? С собой мы не брали полотенец. Нет, полотенчиков. Все. Будем грязные ходить. Так, прихожка. Этот кровать. Жанна здесь лежит. Знаешь, что у нас одеяло? По этих нет полотенец. Надо позвонить, сказать. Какой-то прибор, не знаю, такой. Удобный. Шкаф. Где-то обогреватель. О, уже горяченький дует. Но здесь уже в номере тепло было, хорошо. Телевизор. Вот, чайник, есть чай. Я как раз в такую погоду буду пить чай, который мы сейчас с собой купили.
Нет полотенец. Посмотри, там, может, ты найдешь. Я не нашел. Здесь беседовать. Беседочный столик. Можно сесть, побеседовать друг напротив друга. Допрос можно устроить. Так, и этот французское окно у нас тут. Вид на чайной плантации. Ну, там вот озеро. Его отсюда вам не видно, но он там есть внизу. И вот видите, с дождя еще льет. С крыши дождь льет. А вот судя по лужам, дождик уже кончился. Поэтому сейчас чуть подсохнет. Может быть, все-таки пойдем по городу пройдем, погуляем. Видите, как там классно. Там такой, знаете, прям стиль интересный. Домики такие классные. Смотрите, как здесь внутри красиво. Такой сад, столики. И сидеть можно, там спа. Надо заглянуть. Сейчас, пока дождик кончился, хотим пойти в город выбраться, успеть. Так, вышли мы на прогулочку. Смотрите, здесь коровы. Или даже буйволы с рогами. А, нет, коровы, вон, видишь, у них у кого-то есть вымя, у кого-то нет. Но рога есть у всех. Идем на озеро. Дикие лошади здесь пасутся. На улице. Вон, смотрите, везде они. Так, еще одно развлечение здесь есть. Такие крейзи-басы. Он включает музыку, он все орут от страха, когда он разгоняется и свою полосу вписаться не может. Сейчас ехали, я в шоке, вот на встречку выезжаю. Слышите, давай как они зайдем. там все танцуют? Я не пойду. Ультра лакшери там написано. Так, добрались мы до озера, здесь вообще вход платный. Здесь практически везде, кстати, вход платный. 300 рупий стоит, это у нас сколько, 100 рублей получается? А, нет, 600 рупий, да. А каждого с ребенка 300 рупий. У нас получается по 200 рублей за вход. Так, ну здесь можно на лодке покататься, можно на гидриках. Они тут очень агрессивно катаются на гидриках. Волны чуть ли не сюда на берег залетают. Психи, на самом деле, они катаются, а там, смотрите, какой большой трафик на воде. Я вообще не представляю, как, на самом деле очень опасно. А это не полицейский катер, это спидбот. Знаете, как в Дагестане сейчас такие ролики есть, как катаются, как сумасшедшие. Вот здесь не только crazy бас есть, но еще и водный бас. Мне кажется, сейчас я сниму какой-то интересный контент. Кто-нибудь куда-нибудь да вылетит тут. Охренеть. А еще люди в одежде, кстати, катаются. Джинсы, там все мокрые вылезают. В общем, по этому озеру можно туда дальше гулять. Вот деньги они берут за вход, а дорожки там пипец. Просто грязюка грязюкой. Вот здесь еще более-менее. Здесь еще уличная еда, стритфуд. Мы дальше не пойдем. И у меня вообще сейчас сложилось впечатление, что мы здесь одни из туристов. Все местные жители ходят. Вообще ни одного туриста не видим. В общем, забрали сейчас в магазинчик один. Смотрите, гарлик. Это, я так понимаю, какие-то у нас чипсы с чесночком гарлик. Тут ищем что-то необычное такое, чего нет у нас. Смотрите, я нашел тут смесь такая. Снеки овощные, морковка, горошек. То есть так на перекус взял. Это чикен какая-то. Я сейчас такой взял куриную штучку, попробую. На 3 делите, то есть по 100 рублей получается. Вот 50. Тут такое хоп. И пачки такие все надутые. Ты не понимаешь, сколько там внутри. Прям реально, как будто сейчас чуть нажмешь, все лопнет. Потом здесь есть такой отдел. Смотрите, что тут только нету. Гречка, перец. Набор такой пьешь. Такой, знаете, лечебное здесь все. Такие бальзамы. Нет, ну я... Отдел-то лечебный. Такие, знаете, мазалки, всякие мазы. Такая мазалка стоит 337 рупий. Это 100 рублей, значит. Вот еще тут что только нету. Вот какая для мозга штука полезная. В общем, прикольно-то масла всякие у них. Надо разбираться, смотреть, что тут к чему. А, вот смотри, с медом что-то. Понял, может вообще просто хани. Просто мед. И бутылочки, чего только нету, блин. Это вот для желудка, смотри. Укроп и гречка. Набор. Так, смотрите, много всяких тут специй. Можно в подарок набрать. В общем, мы тоже всяких этих набрали. Мази. Так, набрали 2 пакета. Я еще пивасик здесь видел, Тайгер, который на Гуа пил. И местный взял Леон, попробуй. Вот такой магазин. Суперка. Так, пиво 470, по-моему, стоит рупий. На 3 делим. Получаем 100 там с копейками рублей. Остальное все на 10 тысяч рупий у нас получилось, на 3 тысячи. Ну, мы так всякие масла взяли, всякие мазалки. Идешь так по улице, тебе навстречу корова идет, тёнка здоровенькая. Я помню, такие все были худые. Тощая, там такая нормальная, отъевшаяся. Дорогу перешла,
пешеходному переходу пошли опять. Так, вот так выглядит наш отель. Снаружи мы пешочком прошлись. Пока идем, слышишь крики всяких из маршруток, из этих местных, там, I love you или еще что-нибудь. Hello, bye. Кто-то идет, улыбается, говорит hello, hello. А вот эти выкрикивают, когда на мотоциклах проезжают. Это наша орали. Так, ну что, добро пожаловать на ужин. Здесь прямо как в Турции. Гигантский шведский стол. Давайте по-быстренькому снимем, я очень голодный. Хлеб, булки. 2 вида супа, томатный суп. Здесь макарошек можно себе нажарить, лапшички. Здесь лепешечки кипут. С пиццей. На толстом тесте. Шикарно, так аппетитно выглядит. Так, здесь у нас картошечка, лук, салатики такие, закусочки всякие. Я сейчас чуть-чуть подремать успел. Полчасика, а может и часик даже. Так, здесь обычный рис, здесь желтый рис с крабом. Смотрите, кусок краба там валяется. Ну, это вообще была поела, сефуд. Вот, но краба тоже можно взять и съесть, кстати. Так, здесь, смотрите, курочку барбекю. Там я себе прям даже креветочек еще нашел в паэле. Так, здесь еще рыбка какая-то с маринадом специально. Так, смотрите, здесь еще морепродукты. Ну, прям балуют морепродуктами. Ну, из этих крабов много не съешь, но все равно приятно. Вот есть там кальмарчики какие-то. Так, картошечка здесь. Так, тут у нас кабачки жареные такие в чикен. Чили в соусе написано. Так, тут еще что-то непонятное с чем-то, но это не карри. Потом вот здесь еще что-то непонятное с чесночком. Так, здесь у нас массала. Курочка, наверное, такая, да? Сейчас попробуем. Так, тут еще какая-то хинди массала. Мне, к сожалению, не получается одной рукой открыть, поставить. Тарелка там некуда, поэтому видите как. Лайкосик жмите обязательно. Так, это еще что-то с чем-то непонятное. Это, видите, я стараюсь для вас снимать и что-то еще поесть умудриться взять. Так, здесь у нас еще красный рис. Здесь еще рис. Здесь что у нас такое, манго с чем-то. И, видите, здесь подписано. Фасолька. То, что у нас такое, что-то с чем-то тоже. Вот это что-то. Это я такой пробовал вчера в другом отеле. Очень вкусный соус. Эти чипсики тоже очень вкусные. Так, это у нас перчик острый. Так, здесь у нас фрукты, там арбузы, папайя, десерты. Вот папайя я вчера пробовал в другом отеле. Это просто что-то с чем-то очень шикарно, очень сладко, знаете. Так, здесь десерты. На них сильно не будем задерживаться. Так, еще десерты здесь жарят. Вчера десерты были очень вкусные, ананас был жареный. Так, и здесь чаечку себе можно замутить. Так, ну все, такой у меня ужин будет. Если я съем, если не наемся, я обычно не наедаюсь. Я еще чем-нибудь скушаю. Так, и я смотрю, здесь вроде как все включено. Там какие-то напиточки еще разливают. Так, мы сейчас посмотрим. Вот так вообще, конечно, шикарно. Шикарно. Мне прям нравится. Картошечка тут жареная. Все, пойду попробую. Самое вкусное еще разок приду съем. Ой, то ли я мимо пролетел. Смотрите, еще что-то типа шаурмички такой. Я обожаю что-то завернутое в лаваше. Прям люблю. Хотя нет, судя по всему, это платно. То есть видите, цены на вино. 8500, на 3 делим 10 тысяч. Это за бутылочку вина. Капучино 1200 стоит. Ничего себе, на 3 делим 400 рублей. Что там, дабл эспрессо, латте. В общем, как американ 750 стоит. Смотрите, я тут увидел бутылочку Леона. Мне так интересно стало, сколько здесь грамм. Она просто гигантская, наверное, литровая. Просто гигантская, смотрите, даже не написано. Так, в общем, я спросил цену, меня отвели в бар. Рассказали, в общем, 1250 стоит одна бутылочка. Я решил взять сколько тут? 6 бутылок. Я думаю, мне на сегодня хватит. И 2 стакана. Ну, шутка, одну бутылку взял. С холодненького. Он говорит, просто там, говорит, нагрелась. Бери-ка здесь холодненько, сейчас принесу. Не так дорого получается, 400 рублей. Поэтому отлично, сейчас холодненько пойдем. Там вообще, я так не понял, сколько объем. 0,6 или 0,7. В общем, как бутылка вина практически. В общем, здесь 675 грамм. Это практически как бутылка вина. Такие еще стаканы ледяные дают. В общем, на двоих бутылочку хватит. Бутылка очень такая крупная. Слушайте, ну все отлично, шикарно. Правда, что бы ты не съел, все равно рот будет гореть. Хоть чуть-чуть, все равно будет гореть. Даже овощи ешь, вроде без всего, все равно чуть-чуть горит. Жанна толком не могла поесть. Я наелся, даже 2 раза крабов поел. Потом еще пошел креветок, еще наковырялся, поели. Еще поели. В общем, классно. Сейчас еще по десертам, по фруктам. Вот эти папайи здесь просто безумно сладкие. Всегда.
Поэтому их можно есть вместо десерта и на сладкое вообще не смотреть. Ой, и арбузики. Арбузики тоже небольшие, а тоже вкусные, сладкие. Странно, почему два вида фруктов. В том отеле точно так же был. У них тут ананас, и вот это все на каждом шагу растет просто, там кокосы эти тоннами. Можно продовольствие. Но все равно отлично, я считаю, хороший шведский стол. И чаек кофеек сейчас заварим себе. Ой, поели от души. Музыку еще включили под ночь. Там вам ничего не видно, там город светится. Так, вот они мастера по десертам. Вот это жареные, это бананы жареные. Они очень вкусные, идут вот с этим медом. Здесь не написано, что это мед. Вчера был мед, не знаю, но очень вкусно. Вчера были ананасы в другом отеле, было безумно вкусно. А здесь я распробовал в такой баночке, типа кокос. Короче, это реально натуральный кокос с чем-то перемешано. Это так вкусно, просто вкуснее, чем шоколадка Баунти. Просто очень молодцы. Остальное я даже не смог попробовать, потому что мне этого хватило. То есть мастера десерта они реально. И папайя просто безумно сладкая, тоже вторая порция. Слушайте, я вот сейчас пришел еще за чаем, вторую порцию взять. Слушайте, вот чай, он самый, наверное, дешевый, да, такой, который мелкий, то, что мы сегодня видели на заводе. Блин, ну это такой вкусный чай, он такой ароматный, бархатистый. Вот как у нас раньше чай со слоном был, индийский, цейлонский. Вот он, наверное, есть. Прям вообще супер вкусный. Я вот любитель такого вкусного чая, даже пакетик с собой возьму. Закрытие ресторана. Музыкант вышел. На гитаре сыграть.